В мире, где все меняется буквально каждый месяц, выбрать страну для переезда становится все сложнее. Почему? Потому что слишком много мнений, слишком много советов, слишком много блогеров, которые уверенно говорят «вот здесь идеально», и каждый раз в разных странах. Кто-то живет в Португалии и в восторге, кто-то в Испании и разочарован, кто-то переехал в Сербию и говорит, что это рай на земле. И проблема даже не в том, что они врут, проблема в том, что они все правы. Потому что каждый живет по-своему, у каждого своя семья, свой доход, свои дети, свои ожидания и свой уровень адаптации. И то, что идеально для одного, может оказаться катастрофой для другого. Хорошо, скажешь ты, давай тогда опираться на объективные данные, на рейтинги. И вот здесь начинается второй уровень хаоса, потому что рейтингов десятки. Один оценивает уровень медицины, другой иммиграционную политику, третий безопасность, четвертый уровень счастья, пятый стоимость жизни. И очень часто одна и та же страна может быть первой в одном рейтинге и десятой в другом. В итоге получается огромный разброс, где каждая страна хороша по-своему, но нет ни одной, которая была бы лучшей для всех. И вот здесь для меня появляется ключевой момент. Я не могу выбирать страну в целом, потому что у меня есть конкретная ситуация. Семья, дети, дедлайн, необходимость легализации, работа и экология. У меня нет права на красивую ошибку, поэтому я решил подойти к этому вопросу иначе. Без эмоций, без «мне нравится», без «там красиво». Я использовал инструменты, которые позволяют взять десятки разных международных рейтингов, объединить их, скоррелировать данные и получить усредненный результат. Не идеальный, но максимально объективный, математический, без блогерского восторга и личных обид. В течение видео я уточню, где ознакомиться со всем большим детальным исследованием. Поэтому сегодня топ-20 стран мира, которые прошли первый самый широкий отбор. Сразу важный момент. Это не финальный список. Это страны, которые в принципе имеет смысл рассматривать. Здесь нет идеальных вариантов. У каждой страны есть цена. И дальше мы будем эту цену платить или вычеркивать страну. 20 место Австралия. Австралия почти всегда оказывается в верхней части мировых рейтингов качества жизни. Безопасность, экология, сильные школы, хорошая медицина. Все это здесь действительно есть. Но для семьи это страна с высоким порогом входа. Иммиграция сложная и конкурентная. Нужны баллы, профессия, спонсор или серьезный бюджет. Для удаленщиков простого решения нет. Номад-визы по сути не существует. Стоимость жизни высокая, жилье, детские сады, школы. Зато если статус получен, это очень стабильная, предсказуемая страна на годы вперед. Итог – отличное качество жизни, но подходит далеко не всем и точно не быстро. 19 место – Южная Корея. Одна из самых безопасных стран мира. Фантастическая городская инфраструктура, медицина, транспорт. Появилась виза для удаленщиков, но с высоким доходным порогом. Для семьи это значит, если доход позволяет, страна становится реальным вариантом. Главная сложность – язык и школы. Государственные школы полностью на корейском, международные дорогие и с конкурсом. Итог – отличный вариант по безопасности и сервисам, но требует дохода и продуманной школьной стратегии. 18 место – Черногория. Маленькая, спокойная европейская страна, часто выбирает как мягкий вход в Европу, легализация относительно простая, но это пока она не войдет в ЕС, можно жить на удаленный доход, есть вариант для цифровых кочевников, но нужно понимать ограничения. Небольшая медицина, ограниченный выбор школ, сезонность жизни и аренды, итог хорошая временная база на 1-3 года или пока не ведут новые законы, но не универсальное решение для всех семей. 17 место – Франция. Сильная социальная система, медицина, образование. Для детей огромный плюс. Но Франция требует языка и терпения. Бюрократия сложная, сроки долгие, без французского интеграция дается тяжело. Зато при правильном статусе отличные долгосрочные перспективы в ЕС. Итог – мощный вариант в долгую, если вы готовы инвестировать время и силы в адаптацию. 16 место – Уругвай. Очень стабильная страна для Латинской Америки, спокойная, безопасная, без резких скачков, подходит семьям, которым важны тишина и предсказуемость, но рынок маленький, выбор школ и сервисов ограничен, испанский нужен. Итог – хороший, но нишевой вариант для определенного типа семей. 15 место Турция. Большая страна с огромной вариативностью. Можно жить недорого, можно очень дорого. Все зависит от города и района. Хорошая частная медицина, много школ, развитые сервисы, но правила по ВНЖ меняются. Есть инфляционные и регуляторные риски.
Итог: удобная страна на 1-3 года, но требует постоянного контроля правил игры. 14 место – Сербия. Доступная, понятная, близкая по менталитету для многих, простая легализация, низкий порог входа, но есть проблемы с экологией, особенно с воздухом. Государственная медицина и школы уступают частным. Итог: хорошая транзитная страна, но не всегда финальная точка. 13 место – Панама. Часто называют воротами в Латинскую Америку. Гибкие миграционные программы, долларовая экономика, но без юриста легко запутаться, а частная медицина и школы обязательны. Итог: интересный вариант, но требует аккуратной юридической подготовки. 12 место – Объединенные Арабские Эмираты. Максимальный комфорт, безопасность и сервисы, отличные школы, медицина, инфраструктура, минусы очевидны. Климат и высокая стоимость жизни. Статус держится, пока есть доход. Итог: идеально для семей с устойчивым доходом и любовью к городскому комфорту. 11 место – Новая Зеландия. Очень безопасная, экологичная, семейная страна, отличные школы, спокойный ритм жизни, но далеко, дорого и сложно по иммиграции без инвестиций или профессии. Итог: прекрасная страна, если вы готовы к сложному входу. 10 место – Мексика. Очень неоднородная, но гибкая. Можно найти отличные города для жизни с семьей. Легализация понятная, стоимость жизни разумная, но безопасность и качество медицины сильно зависят от региона. Итог: подходит тем, кто готов выбирать точечно, а не по всей стране в целом. 9 место – Малайзия. Один из лучших балансов цена-качество в Азии. Хорошие школы, медицина, инфраструктура, климат и налоги требуют внимания. Но в остальном страна очень удобная. Итог: сильный вариант для удаленщиков с детьми. 8 место – Кипр. Европа, английский язык, мягкая адаптация, хорош для семейной удаленки, но ограниченный рынок, высокая аренда и не самая сильная государственная медицина. Итог: комфортная, но не дешевая европейская база. 7 место – Канада. Одна из лучших стран для семей. Безопасность, школы, медицина, долгосрочные перспективы. Минус – жилье и длительность эмиграции. Итог: если цель ПМЖ и стабильность – один из лучших вариантов. 6 место – Таиланд. Одна из лучших медицин в мире за разумные деньги. Отличные международные школы, но климат и отсутствие простого пути к ПМЖ. Итог: комфортная жизнь здесь и сейчас, но вопрос, что дальше, нужно решать заранее. 5 место – Коста-Рика. Экология, медицина, спокойствие, очень семейная страна, но климат и налоги подходят не всем. Итог: сильный вариант для тех, кто ставит здоровье и природу выше всего. 4 место – Грузия. Самый низкий порог входа. Простота, доступность, комфорт, но слабые государственные системы и ограниченные перспективы ПМЖ. Итог: идеальный как первый шаг, но редко как финал. Да, я обещал поделиться ссылкой на детальное исследование. Оно лежит в нашем телеграм-канале, ссылка на нее в описании канала. 3 место – Германия. Если Германия и попадает в топ, то не из-за романтики, а из-за системы. Для семьи это означает безопасность, медицину, школу, и все это работает предсказуемо. Сильные институты, высокий уровень защищенности, качественные школы и страховка, которая реально лечит. Но важно понимать, Германия не про быстроту и легко. Легализация чаще всего через работу, блю-карт, самозанятость или любые другие формальные маршруты. Язык нужен, иначе упираешься в школу, врачей и чиновников. И еще один минус – жилье в больших городах, дефицит, очереди, требования. Итог: если вы строите жизнь в долгую и готовы к правилам и языку, это один из самых сильных вариантов в Европе. 2 место – Испания. Испания – это качество жизни каждый день. Для семьи это ощущается сразу. Дети, улицы, секции, климат, медицина. Удаленщикам стало проще из-за официального маршрута легализации. При сильной медицине и семейной культуре Испания дает очень комфортную среду, но у нее есть цена. Бюрократия, темп маньяна и английского часто недостаточно. Испанский придется учить. Жилье в топ-городах и на популярном побережье заметно подорожало. Итог: если у вас стабильный доход и вы готовы к языку, Испания для семьи закрывает очень много базовых потребностей. 1 место – Португалия. Португалия – лидер не потому что идеально, а потому что дает лучший баланс для семьи с удаленкой. Безопасность, предсказуемость, комфортная среда и понятные визовые инструменты. Варианты D7 и D8 остаются одними из самых доступных въезд для тех, у кого есть доход из-за рубежа. При этом страна часто дешевле большой Западной Европы, особенно если не упираться в Лиссабон. Минусы тоже честные. Жилье в топ-локациях – главный стресс.
Госмедицина может быть с очередями, а португальский для взрослых не самый простой. Без него легко застрять в экспат-пузыре. Итог. Если вы хотите Европу мягко, спокойно и с рабочей легализацией, Португалия часто оказывается лучшим стартом. И вот здесь мне правда важно ваше мнение, потому что этот топ-20 не инструкция, не делай как я, это рабочий список, из которого дальше мы будем вычеркивать. Напишите в комментариях, с какой страной вы согласны, с какой категорически нет, где вы живете сейчас и какую страну считаете лучшей для семьи с детьми. И почему? Если вы уже прошли этот путь, ваш опыт может сэкономить кому-то годы и нервы. Если вы сами пока не определились, сохраните это видео и поделитесь ими с теми, кто сейчас тоже стоит перед выбором. Потому что дальше мы будем принимать решения не по красивым историям, а по реальным аргументам. И чем больше вас будет в этом разговоре, тем точнее будет следующий шаг.